В этом видео я расскажу вам все подробно про крученые удары. Расскажу, как бить надо и как бить не надо. Дам несколько советов, которые помогли мне и точно помогут вам. Я разбил этот ролик на 9 шагов, и если вы повторите каждый шаг правильно, то вы станете королем крученых ударов. Поехали! Шаг номер 1. Растяжка. Для любых ударов поворотом обязательно необходимо прогреть все мышцы и связки. Благодаря хорошей растяжке вы даже почувствуете, что стали более гибким. И к тому же риск получить травму сильно сокращается. Если плохо разогреться или не растягиваться вообще, вы рискуете потянуть пах или мышцы бедра. Поэтому не надо подходить к мячу и сразу по нему лупить. Шаг номер 2. Разбег. В отличие от удара на силу, разбегаться мы будем немного по-другому. А именно, я рекомендую 5-6 шагов, а угол разбега может доходить аж до 90 градусов. Также скорость разбега должна быть средней. И не максимальной, и не минимальной. Почему так, я рассказывал в предыдущем ролике. Также лично я углом разбега выбираю угол, в который хочу ударить. Если угол острый, то в ближний угол ударить проще. А если угол разбега около 90 градусов, то проще ударить в дальний угол. Но на самом деле тут кому как удобно. Угол разбега не сильно влияет на то, в какой угол вы хотите ударить. Тут все дело в комфорте и в опыте. Шаг номер 3. Замах. Для крученых ударов на технику не обязательно делать большой амплитудный замах. Все-таки наша главная цель – это ударить точно, поэтому ваш обычный средний замах вполне подойдет. Шаг номер 4. Опорная нога. С опорной ногой практически все то же самое, как и в ударе на силу, но есть одно отличие. Если в ударе на силу опорной ногой мы целимся в тот угол, в который хотим бить, то в крученом ударе я все-таки рекомендую целиться немного правее угла, в который вы хотите ударить. То есть, если вы хотите ударить в дальний угол, то и опорной ногой целимся на пару градусов правее. Во-первых, так банально удобнее, а во-вторых, удар получится точнее. Шаг номер 5. Место контакта. Итак, вот мы и подобрались к самому важному моменту. Это место контакта мяча с вашей стопой. И здесь я бы хотел разделить крученые удары на два типа. Первый тип – это крученый удар, у которого траектория дуги боковая. Такие удары визуально сильнее всего демонстрируют всю суть этого удара. От начального положения до сетки мяч максимально сильно меняет траекторию. Такие удары хоть и предсказуемы для вратарей, но все равно иногда бывают моменты, когда они думают, что мяч летит не в створ. А даже если он успевает прыгнуть, то может просто не дотянуться до мяча из-за его уходящей траектории. Второй тип крученого удара – это когда мяч крутится не только слева направо, но еще и сверху вниз. Такой удар очень сложно исполнить, и для него нужна хорошая техника и много практики. Такие удары заточены на то, чтобы мяч обогнул стенку и успел нырнуть вниз, особенно когда точка удара очень близка к воротам. И суть этого удара в том, что в него можно вложить чуть больше силы, чем в обычный крученый удар. Если с близкого расстояния ударить обычный крученый на технику, то сила такого удара будет невысокой, и вратарь успеет дотянуться до мяча. Поэтому бьющие стараются закрутить мяч по двум осям сразу. И вратарь может подумать, что мяч летит выше, хотя на самом деле мяч может нырнуть прямо перед воротами. И даже если вратарь прыгнет, то большой шанс, что он его пропустит или не достанет, или из-за траектории мяч отскочит, или он не успеет прыгнуть вовсе. Поэтому давайте разбираться, как исполнить тот или другой удар. Для этого удара вам не нужна максимальная сила. Наоборот, вы должны ударить максимально точно. И в отличие от удара на силу, здесь мы бьем больше щекой, чем подъемом. Почему? Потому что площадь поверхности щеки больше и точность повышается. Вы должны целиться чуть ниже центра и как можно правее. Если вы хотите максимальную дугу, то и удар должен быть очень слабым. Так что в этом случае мы меняем ползунок силы на ползунок точности и стараемся просто подрезать мяч по самой крайней его точке. Также я хочу поделиться советом, который лично я использую, и он мне очень помогает. Разделите расстояние до ворот на два равных участка и найдите их визуальный центр. В этом случае, как показано сейчас, это 11-метровая точка пенальти. То есть в этом случае я целюсь именно в эту точку. Это намного проще, чем целиться сразу в дальний угол. Поэтому, когда вы бьете, просто разделите ваше расстояние пополам и цельтесь в ваш ориентир. Шаг номер 7. Топ-спин. В этом случае мы уже можем добавить силы. Целиться надо в центр мяча, либо же даже чуть-чуть выше центра. И также в правую часть. Если вы ударите сильно и по верхушке мяча, то вы придадите ему вращение сверху вниз.
А это именно то, что нам и надо. Но тут тоже нельзя переборщить. Если вы будете бить сильно выше центра, то мяч может вообще не подняться. Для того, чтобы научиться такому удару, надо очень много практиковаться. И если есть возможность поставить стенку, то это будет отличной тренировкой такого удара. Шаг номер 8. Тело после удара. После того, как вы ударили, ваша нога должна продолжить траекторию вашего удара. Если в ударе на силу мы продолжали движение стопы прямо или же вовсе останавливали стопу, то в этом случае нам обязательно надо продолжить движение ноги прямо или же даже немного вовнутрь. Это естественное движение ноги, которое улучшит вашу технику. Шаг номер 9. Самое важное правило. Последнее самое важное правило звучит так. Конечно же, больше практикуйтесь. Ни одна теория не научит вас идеально бить по мячу. Вы обязательно должны тренироваться, чтобы вырабатывалась мышечная память. Особенно, если вам еще нет 18 лет. Тренируйте разные удары. На силу, на точность, на вращение. Не зацикливайтесь только на одном ударе. Только постоянная практика доведет ваше движение до автоматизма, поэтому тренируйтесь регулярно. Если вы не видели другие ролики про knuckleball или про удар на силу, то обязательно посмотрите их. В них очень много полезной информации. А у меня на этом все. Пока!